Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Невероятно приятная летняя блуза из полухлопка, подойдет на разные размеры, разный возраст. У нас используется удлиненный вариант, цельновязные рукава, мелкий ажурный узор. Все это в совокупности значительно расширяет возможности использования этой модели. Конечно, самая такая изюминка модели – это ажурная кокетка, да, вы видите. Сейчас я вам покажу укрупненный вариант. Посмотрите внимательно, девочки, как красиво оформлен вырез горловины. Правда? Очень женственно, очень нежно, очень так элегантно смотрится. Я считаю, что модель несложно вяжется и, в общем-то, достойна, чтобы у многих женщин была такая возможность носить такую красивую вещь летом. Смотрите, давайте я вам сейчас ее тоже полистаю. Моделечка у нас из иностранного журнала. У меня только схема, и, в общем-то, никакого перевода я не делала. Вот, и вот здесь очень хорошо видно, я специально укрупняю вам кокеточку вот эту, поскольку вся изюминка модели именно в ней. Вот, и здесь очень хорошо вам будет видно, как ее вязать. У меня есть описание под видео. Я изменила вот это вот резиночку, я сделала 1 на 1, мне так проще было рассчитывать. Но если у вас достаточно опыта, вы сделаете 2 на 2. Вот, то есть вот в этом у меня как бы есть разница в моих расчетах, которые я сегодня буду вам предлагать, и тем оригиналом, который вы здесь. А так, в принципе, вы видите, что у нас по фигуре сидит модель, то есть у нас сегодня будет не оверсайз, как мы обычно в последнее время стало это модно, да, а такой классический вариант. Очень красиво смотрится вот этот вариант с кокеткой, вариант с цельновязанными рукавчиками, да, закрывает плечи, все красиво, элегантно и приятно. Давайте сейчас будем выбирать пряжу. Я показываю, как всегда, альтернативную пряжу, если это не будет такой возможности купить именно ту, которую я предлагаю. Вот, кроме того, у нас будет составляться описание на размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И дальнейшие расчеты мы будем строить, исходя из связанного образца и рассчитанной плотности. Итак, мои дорогие, если модель вас заинтересовала, давайте сейчас приступим к выбору пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этой блузочки я предлагаю пряжа Alize Cotton Gold. Пряжа у нас полухлопковая, в 100 грамм 330 метров, турецкого производства пряжа, очень бюджетная. У меня используется цвет 98, такой сиренево-розовый. Вот у нас состав: 55% хлопок, остальное акрил. Спицы используем 3,5. Вот таким образом выглядит наше полотно, девочки, очень красивое, с малым количеством ажура. Оно у нас получается довольно приятно вязать. Очень такой узор легенький, справится начинающие вязальщицы. Как видите, да, очень эстетично, красиво выглядит данный узорчик. Так, и давайте сейчас я вам покажу альтернативную пряжу. Ну, вот эта пряжа просто идеально подойдет под такую блузочку. Alize Cotton Baby Soft, тоже Турция, соответственно. Тоже полухлопок, 50% хлопок, 50% акрил. Вот этот у меня конкретно цвет, видите, 185, такой нежно-розовый. Ну, там очень большой выбор цветов. В 100 грамм у нас 270 метров. Пряжа более сильно скручена. За счет этого у нее получается такой, знаете, в общем, какая-то другая выделка. Он имеет небольшой вискозный такой блеск, эта пряжа. И мне она просто шикарно
будет смотреться любая вещь, связанная этой красивой пряжей. Поверьте мне, если сравнивать вот эту пряжу и эту, вот, то они по толщине одинаковые, но по обработке совершенно разные. Очень видно, что вот эта пряжа значительно более скручена, чем вот эта Alize Cotton Gold, да, но она и дороже, поэтому, соответственно. Так, далее. Мне еще очень-очень приглянулась пряжа, я ее тоже все время стала советовать. Этрофил Pumuckl Baby. По итальянской лицензии сделана эта пряжа, тоже Турция. Цвета тоже разные, ну вот, к примеру, этот нежно-розовый 70-324 цвет. В метраж у нас в 100 грамм 260 метров, 55% хлопок. Остальное акрил, девочки. И показываю вам, она очень похожа на Alize Cotton Baby Soft. По скруточке и по качеству очень хорошая, красивая пряжа. Тугая такая скрутка. Хорошо выполнена. Материал такой, знаете, прям... ну, хорошо, мне очень нравится. Очень нравится, это тоже пряжа. Так, для нежной блузочки будем использовать также, можно использовать Yarn Art Jeans пряжу. Бюджетные пряжи в 50 грамм 160 метров у нас. Шикарный полухлопок тоже. Вот конкретно этот цвет 78. И в составе 50, вот написано процентов, 55% хлопок, остальное полиакрил. Тоже очень хорошая пряжа. Тоже хорошо скручена, бюджетная, недорогая, хорошего качества. И, конечно же, пряжа, которая мне тоже очень нравится, это пряжа Этрофил Amigurumi. Тоже итальянская лицензия у нас используется. Цвета разные. Вот у меня такой джинсово-серый. Так, и цвет у нас, конечно, надо розовый вы будете выбирать, ну или какой вы желаете, любой цвет. 60% хлопок, 40 акрил, 50 грамм 145 метров. Пряжа хорошего качества. Тоже хорошего качества пряжа. Amigurumi. Так, ну и в общем еще раз смотрим на наш узор и приступаем. Здесь, видите, я показала, помимо самого основного узора, да, я показала, как будет выглядеть обвязка. У нас этот красивый, вот эта окантовочка, она по низу идет изделие и по вырезу горловины. Очень красиво так это прям смотрится, да, довольно красивая ажурная дорожка. И вот этот наш мелкий такой узорчик ажурный. Просто прелесть, согласитесь. Просто красота. Итак, девочки, давайте сейчас с вами посмотрим схему данного узора. Вот так выглядит выкройка, девочки, нашей модели. Обращаю ваше внимание, у нас квадратная, вы видите, вырез горловины, да, скос плеча, спинка вперед вяжется абсолютно одинаково, нижняя планка у нас, но обо всем детально. Здесь размеры в дюймах у нас. Я сегодня в расчетной части покажу вам размеры в сантиметрах. И, в общем, как обычно, мы пройдемся сегодня по всей этой выкройке, я все нюансы вам обрисую, да. Давайте схемочку посмотрим этой модели. Вот так выглядит схема. Укрупняю вам ее, девочки. У нас 10 петель ширина раппорта и 20 рядов высота раппорта. Я немножко изменила привычный нам в схеме уклад. В общем-то, сегодня мы будем вязать образец. Дело в том, что они начинают, видите, у них как бы здесь наоборот идет. Я так не привыкла мыслить, и у меня первый, в общем, наряд я сместила вверх, да, то есть вот отсюда начинается первый ряд у нас, да, чтобы потом в третьем ряду у нас уже идет вот этот ажурный узор, и здесь я тоже удлинила, получается, на один ряд. То есть один ряд отсюда убрала снизу, и нумерация рядов у меня, естественно, поменялась. Все накиды мы выполняем, как нам привычно, в лицевом ряду, и он у нас является нечетным. Вот, чтобы не возникло путаницы, посмотрите, как вязать узор
когда я буду сегодня объяснять всю рядность при вязании. Так, и у нас вот такая будет составляться с вами текстовое описание, которое я выкладываю под видео. Здесь все попетельно, досконально я описываю, вот, стараюсь, во всяком случае, объяснить каждую цифру, откуда она что берется, да. В общем-то, здесь при сборке очень важно нам связать эту красивую планку по вырезу горловины, такую, она получается, видите, полуокруглая. Вот, и я тут очень, в общем-то, убавочки эти все посчитала, старалась, в общем-то, чтобы все было понятно, да, как бы доступно. Так, читайте описание под видео, мои дорогие, и давайте приступаем к вязанию узора. Для вязания образца набираем 42 петли. У меня здесь, девочки, 4 раппорта и 2 кромочные. Раппорт составляет 10 петель, но один из раппортов делится, в общем-то, на 2 части. И это я об этом вам уже говорила. Итак, вяжем, девочки. 3 петли для симметрии вяжем перед раппортом. 3 лицевые. Так, 3 лицевые связали, и теперь начинается раппорт узора. У нас 10 лицевых. В общем, сейчас мы вяжем до конца ряда все петли лицевые. Вот второй ряд и все четные ряды мы вяжем все петли изнаночные. И встречаемся с вами в третьем ряду, где у нас начнет формироваться вот такой прелестный ажурный цветочек. Так, третий ряд, девочки, вяжем следующим образом. Снова у нас 3 петли лицевые для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. Значит, первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали первый раппорт. Вяжем, девочки, второй раппорт. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали второй раппорт. Теперь вяжем третий раппорт. Также начинаем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и у нас 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, и последний у нас раппорт остался, четвертый. Также начинаем лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. То есть этот раппорт у нас разделился. Затем кромочную вяжем изнаночной. И вот такой вот у нас третий ряд. Четвертый ряд вяжем все петли изнаночные, в том числе накиды. Пятый ряд вяжем. Так, значит, опять у нас с вами 3 лицевые для симметрии перед раппортом. 1, 2, 3. Начинаем раппорт узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжется. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И третий раппорт вяжем. Снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последний раппорт у нас с вами снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 3 лицевые. Все, кромочную вяжем изнаночной и переворачиваем 6-й ряд, вяжем все петли изнаночные. 7-й ряд вяжем следующим образом.
Кромочную снимаем, 3 лицевые для симметрии, начинаем вязать раппорт узора. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И снова у нас идут с вами 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Связали раппорт узора. Второй раппорт также. Первая петля лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем вязать таким образом до конца ряда раппорты. Девочки, 9 ряд и 11 ряд у нас вяжутся все петли лицевые. То есть начинаем и вяжем от начала до конца. У нас весь раппорт это лицевые петли. И давайте вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в 13 ряду. Там у нас снова будет формироваться ажурный узор. Продолжаем. Так, 13 ряд вяжем следующим образом. Кромочную снимаем, вяжем первые 3 лицевые для симметрии. И далее начинается раппорт узора. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Связали первый раппорт. Второй раппорт также 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Третий раппорт вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. И последний раппорт вяжем все петли, девочки, лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кромочную вяжем изнаночной. Связали 13 ряд, 14 ряд вяжем все петли изнаночные. Так, девочки, 15 ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 3 лицевые для симметрии. Начинаем вязать раппорт узора. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Раппорт связан. Вяжем второй раппорт также. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. Второй раппорт связали. Дальше третий вяжем таким же образом до конца ряда. Девочки, продолжаем вязать. В последнем раппорте у нас все петли лицевые, вот эти вот. 17 ряд вяжем следующим образом. Кромочные, 3 петли лицевые для симметрии. И начинается раппорт узора. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 лицевые. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем также 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Третий раппорт вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. И последний раппорт все петли лицевые, все 7 лицевых. Кромочную вяжем изнаночной. И 18 ряд все петли изнаночные у нас. 19 ряд у нас, девочки, все петли лицевые. Вяжем кромочная, 3 лицевые для симметрии. И весь раппорт наш, все 10 лицевых мы вяжем. В общем, весь ряд вяжем до конца лицевыми петельками. Затем у нас идет с вами 20 ряд все петли изнаночные.
и повтор раппорта снова с первого ряда. Вот такой очень простой и симпатичный получается узор, хоть он у нас и ажурный считается, но с мелким таким ажуром, да, незначительным. Так, продолжаем. Так, девочки, следующий момент хотела бы заострить внимание я на обвязке. Вы видели, у нас такая своеобразная резиночка идет, да, и вот она обвязывается ажурным таким красивым сочетанием рядов. И я сейчас покажу, как это будет выглядеть, как эта обвязка осуществляется. Итак, сейчас мы с вами свяжем 2 ряда изнаночной глади. То есть для обвязки вяжем 2 ряда изнаночной глади, все петли изнаночные, 1-2 ряды вяжем изнаночную гладь. Продолжаем. И вот связано у меня, девочки, 2 ряда изнаночной глади. И теперь мы начинаем с вами такую ажурную дорожку вязать. Вяжем, смотрите, вяжем 2 вместе лицевой и накид. Снова. И так почередуем. 2 вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой, накид. И так вяжем до конца ряда. Накид, да? И затем, девочки, вяжем изнаночный ряд. Все петли у нас пусть будут лицевые. Хочу обратить ваше внимание, девочки, что раппорт у нас составил 2 петли, да, этого узора. И если вы делаете, начинаете 2 вместе лицевой, накид, то заканчиваться у вас также должно 2 вместе лицевой и накид. Не забудьте поставить этот накид в конце ряда, иначе количество петель не будет соответствовать. И далее у нас идет следующий ряд. Вяжем все петли лицевые, в том числе вяжем лицевыми и накиды. Продолжаем. Следующий ряд, девочки, мы вяжем все петли изнаночные, все петли изнаночные. Так, продолжаем до конца ряда. Так, вот мы с вами сделали такую обвязку красивую, ажурную. И следующий ряд, чтобы у нас симметрично смотрелись вот эти изнаночные выступающиеся вот эти элементы, ну, дорожки, да, нам надо будет связать тоже изнаночные. То есть, чтобы здесь на лицо это смотрелось как лицевой ряд, да. А потом уже там у нас идет резиночка. В общем, вот таким образом я вам рекомендую поступить при обвязке. Этот узор будет использоваться в резинке. Вы видели, он вообще с этого узора, собственно, начинается у нас вязаться. Затем переходим на резинку, да, и заканчивается тоже по вырезу горловины. Обвязка идет тоже с применением данного узора. Имейте в виду, кроме резинки, там есть вот такая красота, ажурная такая дорожечка. Сейчас мы сделаем влажную тепловую обработку образца. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Обдаем наш образец и во влажном состоянии давайте его тянуть по вертикали и по горизонтали тоже. Обращаем внимание на то, что нам надо выпрямить края полотна. У нас кромочные тоже участвуют в расчете плотности. Так, еще разочек и еще разочек тянем. Окончательно очень влажненький выпрямляем. И выпрямляем наши края опять-таки. Все, пусть сохнет полотно. Наш образец высох. Вот так он сейчас выглядит. Красиво, шикарно.
Так, и наша задача измерить плотность. Да? Берем обычную линейку, обычненькую, и измеряем ширину вместе с кромочными. Прикладываем аккуратненько, и вместе с кромочными у меня 21 сантиметр ширина получилась полотна. 42 петли у нас участвовало, ну то есть 42 разделить на 21 получается ровно 2. Запишем: в 1 сантиметре 2 петли. Я даже считать на машинке не стала. Так, это плотность у нас по горизонтали. Следующий момент. Считаем по вертикали. Я буду измерять наш вот этот узор, который мы вязали по схеме, да, и прикладываю, у меня получается, девочки, длина этого узора 17,5 сантиметров, и здесь связано 40 рядов. 40 мы разделим на 17,5 сантиметров, получается плотность по вертикали 2,3. Округляем в большую сторону. И запишем, что в 1 сантиметре у нас 2,3 ряда. С этими цифрами сейчас будем делать расчет. Девочки, мы будем сегодня составлять описание вот по этой выкройке. Это родная выкройка данной модели из журнала. Вот. И у нас с вами будет сегодня рассматриваться размеры 42, 44, 46, 48, 50, 52. И на первый размер ширину спинки переда я беру 46 сантиметров, умножаю на нашу плотность 2 петли в 1 сантиметре, мы посчитали, и получаю 92 петли. То же самое я делаю со вторым размером. Ширина спинки переда на 46-48 размер, это 51 сантиметр. Умножаю на 2, плотность, получаю 102 петли. 56 сантиметров это третий размер, и умножаю на 2, получаю 112 петель. Расположение узоров следующим образом. Раппорт наш это 10 петель. Вот. И мы с вами 92 делим на 10, можно устно считать. 92 это 9 раппортов по 10 петель, плюс 2 кромочные. То есть 90 плюс 2 это 92 петли. Второй размер 10 раппортов, плюс 2 кромочные, и там, где 112 петель, 11 раппортов по 10 петель, плюс 2 кромочные. Располагать узоры надо, конечно же, так же, как мы вязали в образце. То есть у нас один раппорт делится на 2 части, да? Вот 7 и 3. Это один из раппортов. То есть, смотрите, схематично, девочки, это вот так будет выглядеть. Вы берете 3 петли по схеме, затем у вас идет 8 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов по 10 петель. И все завершается 7 петлями. Вот смотрите, это первый размер. Начинаете с кромочной, затем 3 петли по схеме, ну 3 лицевые, 8 раппортов по 10 петель, и завершается, как по схеме, 7 петлями. Вот этими 7 петельками. Вот таким образом у вас получается расположение узора симметричное. Так, это понятно. То же самое касается других размеров. Расположение узоров именно так. Дальше. Значит, у нас общую длину изделия, такой удлиненный у нас вариант топа, 63 первый размер я беру сантиметров. Второй размер я беру 64,5 и третий 66 сантиметров. Мерки можете изменить для себя, девочки, не делать такой длинной, сделать покороче, например, да? Так, вы видели, что вязать мы будем вот с такой большим таким вырезом квадратным горловины. И как ее делать потом, оформлять, я рассказываю в описании под видео. Здесь я сейчас на этом заострять внимание не стану. Я показала вам, как начинаем мы вязать планку, вот эту нижнюю, да, где у нас идут 2 ряда изнаночных глади, и идет у нас с вами
ажурная такая дорожка. И затем опять 2 ряда изнаночной глади. Вот. Также вы будете это делать. Затем идет резинка. Я хочу предложить вам связать резинкой 1 на 1, хотя в оригинальной модели используется резинка 2 на 2. Сразу вам говорю, у меня будет использоваться резинка 1 на 1. Вот. Мне так легче было работать, легче считать. Вот таким образом. Так, в общем, мы связали эту резинку, нижнюю планку, да, и далее перешли на узор, вот таким образом располагаем. Далее, теперь для цельновязанного рукава нам необходимо будет добавить справа и слева по раппорту, то есть по 10 петель. Сейчас я вам покажу, как набирать эти петли. Просто бывают новички, которые не понимают, как эти петли, вот откуда их взять, да, от цельного полотна, как их добавить, не знают. Сейчас я вам покажу. И вот у нас с вами вот такое полотно, да, и нам надо добавить 10 петель. Вы не знаете, как это сделать. Я вам показываю. Смотрите, связали ряд до конца, и вам надо добавить. Вот как вы набираете петли, так вы их и добираете. То есть вот я беру просто, как при наборе, да, мы используем спицы, как держим. То же самое я сейчас делаю, да. То есть вот так, и я добираю эти петли. Все. Вот так. И вот таким образом добираем. Сколько надо, столько и набираем. Это и есть добор петель. Видите, вот я их добавила. И затем я их 10 петель включаю в узор по логике, да, включайте в узор по схеме, как они там того должны быть. Есть более простой способ, просто накидывать вот так петли, да, но потом будет тяжело их вот как бы вот это вот вытягивать, да, и провязывать. Можно вообще вот так, да, в принципе. Так что вот такой вот легкий способ я вам показала и обычный способ. Итак, доубрали эти петли и вяжете рукав. Рукав вяжете на нужную высоту. Все высоты я рассказываю в описании под видео, поэтому значит, высота у меня проймы получается, рукава, вот ширина получается, первый размер 18 сантиметров, второй 19,5 сантиметров, третий 21 сантиметр на третий размер. У нас есть скос плеча. Значит, если мы берем с вами ту мерку, которая нам здесь вот указана. Вот я взяла, например, 15 дюймов. Это в дюймах, да? 15 дюймов умножается, чтобы перевести в сантиметры, на число 2,54. И у меня получилось, девочки, 38 сантиметров здесь. Они предлагают вот такой вот для кокетки, да, нашей ажурной. 38 сантиметров я умножила на 2 плотность по горизонтали. И получилось 76 петель. То есть вот здесь у нас будет вырез 76 петель. Мы их не закрываем, а откладываем на дополнительную спицу, на круговую. Чтобы потом нам, вот только вот здесь по бокам надо будет поднять. Вы понимаете, что у нас потом пойдет красивая ажурная вставка такая, да, кокетка. И нам надо будет вот здесь добрать петли. То есть мы берем эти спицу и на эту же круговую спицу начинаем поднятие по бокам петель. Так, скос, значит, у нас формируется, здесь я сейчас не буду заострять внимание, на высоте 12 рядов. То есть на 12 рядах мы будем с вами убавлять петли равномерно. Как это сделать, я рассказываю, еще раз подчеркиваю в своем описании под видео. Так, мои дорогие, ну, в общем-то, спинка перед, вы видите, совершенно одинаковая выкройка, да, вяжется. Вся красота, конечно, у нас идет в самом, вот в этом оформлении выреза горловины. На этом я заостряю внимание особо. И у меня все описано, вот это вот чередование рядов
в описании под видео. В принципе, вы сами видите, как можно несложно догадаться прямо по фотографии, да, как оформить. Убавочки там идут у нас, здесь будут убавочки, конечно же, полотно будет, конечно же, у нас на конус сходиться, но это как при обычной кокетке. И как эти убавочки сделать, я тоже описываю в своем описании под видео, мои дорогие. Все. В принципе, еще хотела бы заострить внимание о том, что у нас с вами обязательно нужно использовать вертикальную плотность. Вот это вот число 2,3 я активно использовала в своем описании. То есть любой вертикальный размер я переводила с помощью вертикальной плотности в ряды. Когда будете вязать, обязательно используйте ряды, считайте ряды, не надо ничего мерить сантиметрами полотно по вертикали. Вот. Дело в том, что после стирки оно все равно примет совсем другую длину. Совсем другое, оно вытянется и не будет то, чего вы так хотели. Даже после обычного отпаривания полотно разглаживается, становится и шире, и длиннее. Поэтому мы с вами заранее взяли этот образец, мы его тянули во влажном состоянии, да, потом он сох у нас, вы помните. Вот, и только после этого мы сделали расчет плотности, и теперь вот мы его активно применяем в нашем расчете. Вот такая вот особенность, девочки. В принципе, нет ничего здесь сложного, да. Еще хотела сказать, что глубина вот этого выреза кокетки 8 сантиметров у меня. Ну, по их вот, если 3,5 берется дюйма, да, девочки, ну, перевод я вам показываю. 3,5 дюйма умножить на 2,54, это вот, видите, ну, почти 9 сантиметров, вот 8-9 сантиметров получается глубина вот этого вот, ну, как скажем, выреза. Так, все, мои дорогие, в принципе, все это сконструировать для опытных вязальщиц не составляет труда. Я желаю вам удачи, до новых встреч!